Еще есть шанс одуматься, еще не поздно. Кнопкосос можно позвать на помощь, никто на помощь не придет, но позвать-то можно. Присмотреться именно сюда, а не в сторону электропылесосов, электрочайников. Что я за тебя должна делать твою работу? Но это на BMW. Приветствую, друзья, вы на канале Юра. Сегодня мы не будем говорить о ремонте, о затратах, мы поговорим на более приятную тему, о покупке автомобиля в 2024 году. Если у вас есть деньги на покупку нового китайца, еще есть шанс одуматься, еще не поздно передумать и купить себе такую BMW. Тройка, 2020 год, это 318-я BMW G21, G20 седан, G21 универсал. И есть люди еще в 2024 году, которые верят шильдикам, хотя шильдиков на ней нет. 318 это не значит, что здесь объем 1.8. Здесь наоборот. Здесь 2 литра, 318 шильдик, но здесь 2 литра. Мы привыкли, что всегда меньше. То есть, к примеру, 740-я BMW, раз 740, значит 4.0 V8, ни черта. Там стоит рядная 3-литровая шестерка на 2 турбинах, но здесь наоборот. 318, а здесь 2 литра. 2 литра на 2 турбинах. Здесь B47 D20 установлен. Твин-турбо, 2 турбины, о чем и напоминает эта прекрасная надпись на крышке двигателя. И с нее уже течет масло. Да, хитрый BMW сейчас будет. Она уже вся в масле. Да, масло с нее течет уже, да. Поводырь от машины, но это с нее натекло. Согласен. 2-литровый дизель. Рядная четверка. Алюминиевый блок с чугунными гильзами. ГРМ-привод цепной. 350 крутящего момента с 1500 оборотов. 350 ньютон-метров с 1,5 до 3 в целом. Отлично, классно напуляет с места и тормаживается прикольно. Все-таки хорошая машина городская, потому что 2-литровый дизель это оптимал. Он 340-я тройка стояла, там уже рядная шестерка, но это уже за много. Если на 2-литровом дизеле ездишь поочередно газ-тормоз, он разгоняет, то там ты будешь только тормозить. И какая разница, зачем иметь мощную машину в городе, ну, по сути, которую ты не можешь ее использовать. Да, круто, да, для самомнения, для статуса, кому-то там подчеркнуть свое эго, но не практично. И у рядного дизеля, как правило, 1750-1900, вот так, средним крутящий момент. Здесь и достигли этого именно не гибридом, а второй турбиной. Момент снизу, чтобы двигатель хорошо брал с 1200-1300 вот с этих малых оборотов. Потому что, как правило, всегда в этом месте турболаг. И этот единственный недостаток, на мой взгляд, 2-литрового дизеля, потому что 2-литрового дизеля вообще, в принципе, нету недостатков. Он хорош. Да, засоряется клапан EGR, здесь он называется AGR. Засирается весь впуск, но нужно более мобильно ездить. Более мобильно, более динамично. Кстати, динамики 8.8 разгон до 100, 5.3, 5.4 средний разгон по городу. То есть оптимально, экономично и динамично. Если у вас 190 лошадиных сил, уже 320-я версия, то это, по-моему, 7,5 примерно где-то, если не ошибаюсь. То знает, поправьте. Это уже 7,5, по-моему, до 100. 8,8 в городских условиях здесь хватает. Мало кто тебя здесь обгонит. Все едут, 60, точно так же, как и ты. 200 наберешь спокойно по трассе. Цепь ГРМ выхаживает 200 тысяч, а то и больше, в зависимости от эксплуатации и надобности водителя. Но некоторые единичные случаи заявлены на Западе, что может растянуться до 200 тысяч километров, но, как правило, на практике такое не встречается. 150 лошадиных сил у двигателя, соответственно, цепь максимально дольше отходит, потому что двигатель наиболее дефорсирован. 2-литровый дизель. Есть уже версия 190, там уже и помощнее, побыстрее, там теоретически быстрее цепь и растянется. В паре с этим двигателем работает 8-ступенчатый автомат. Также были 6-ступенчатые механики. И автомат очень хорош, надежен. Конечно же, нужно менять масло в автомате, в двигателе. Реально, вот по заводу здесь 25 тысяч километров и 24 месяца. Но масло я советую менять раз в год, а не за 24 месяца. Конечно, там масло качественно предусмотрено, но чем свежее масло, тем лучше двигателю жить, особенно турбинам.
Потому что если турбины вы положите, ну тогда потребительский кредит на их замену. И 2-3 замены масла, замена масла в двигатель, 2-3 замены имею в виду, и замена масла тогда в коробке. Тогда вы уже действительно себя обезопасите. Лучше чаще менять, зато меньше потратитесь потом на ремонт, потому что ремонт будет не дешевый. Конечно, 85-й автомат делает свое дело. Первые 3 передачи относительно короткие. Можно еще режим спорт втопить, она вообще улетит. Но в комфорте она по 2000 плавно так крутит, но в драйве она и за 3 закручивает. По ходовой. Здесь, конечно, не бюджетный автомобиль, здесь нету Макферсона из-за дебалки, как мне некоторые поправляют. Автоблогеры себя корчат, а ни черта про машину не знает. Даже неправильно производит Макферсон. Ну, для таких педантичных комментаторов, ну, спасибо, что поправляете. Я ни в коем случае не обижен ни на кого и негатив не пускаю. Спасибо за то, что поправляете. Да, здесь не Макферсон спереди, но поперечные рычаги. Сзади также рычаги не балка, но тем не менее это тройка, и комфорта здесь такого уже не ждите. Если уже многим это опять же не нравится, но, ребята, заткните уши, пожалуйста. Но схоже очень сильно с B6 моим. Вот честно, сейчас я проехал, то же самое я ощущаю. На лежачих полицейских, на ямах я чувствую этот не сильный удар на кочках, но подпрыгивание такое, слегка легкое такое подпрыгивание есть в автомобиле. Но ямы, конечно, чувствую. Вот сейчас были здесь неровности, выбоины, вот латки. Да, такое же легкое подпрыгивание, такой легкий удар у машины есть. Остро. Остро очень так, да. Не то чтобы жестко, она не зубодробильная, но так вот, чувствую, вот, когда ты проехал. Ну, дюха мягче. Очень красивый, элегантный автомобиль, он мне очень нравится. А почему? Потому что я не фанат BMW. Любой BMW-шник скажет, BMW должна быть только в седане, на заднем приводе, и BMW начинается с 6 цилиндров. Но реальность такова, то что от настоящей BMW здесь получается только задний привод остался. Видимо, мне поэтому и сигналили то, что я на универсале. Это мне уже за BMW-шника никто не воспринимает, хотя я BMW-шником не являюсь. Но это на BMW. Потому что в большинстве своем они все в универсалах продаются. Подавляющее большинство автомобилей, находящихся в продаже, это универсалы. Либо на 2-литровом дизеле, либо на 2-литровом бензиновом двигателе, а то и 1.5 еще. Практика показывает обратно. Даже если предыдущие версии посмотреть, и эти G21 больше всего, чем G20 по количеству объявлений, люди больше все равно универсал как-то любят. И F31, предыдущий универсал получается, то их больше. Универсал на 2-литровом дизеле это подавляющее количество. Кто бы что ни говорил, а реальный факт говорит обратно. Потому что о 6 цилиндрах речи не идет. Но красивый, элегантный автомобиль самый стоит перед моими глазами. А здесь уже второе место. Для второго места смотрится неплохо. Да, черная BMW, помытая, она должна быть. Вот самый главный плюс, это она черная, это первое. Второй плюс, это то, что бежевый салон, но в салоне потом. И третий минус уже, то, что здесь 17-е диски. Потому что покрасивее она будет смотреться на 19-х дисках. Но тогда хана спине, особенно моей, и хана вашим ступичным подшипникам, но смотрится красиво. И по комфорту еще, здесь в целом о комфорте речи не идет, но на 19-х тогда вообще вы на зубодробилке будете ездить по яму кочек. Хотя здесь дороги-то хорошие, ровные, нормальные, но пару кочек все же я споймал. И на 19-х не очень-то удобно и комфортно будет их ловить. Это также плюс этого автомобиля. Что касается багажника, он не особо-то объемный, но и не особо маленький. Сумки, сабвуфер здесь не нужно, они установлены под передними сиденьями. Поэтому достаточно просторный салон, ну и как же не сказать про багажник, раз мы снимаем универсал. Седан это ладно, это седан, это сразу отмазка, знаете, какой багажник, ну это же седан. Раз универсал, ну достаточно объемный багажник, в литрах я не запоминал, это попросту и не нужно, но багажник здесь достаточно объемный. Но опять же, вы же не будете перевозить что-то, что испортит ваш салон. Пыльное, что-то грязное, и вам придется платить за химчистку. Нету смысла говорить о ценах на расходники, что, сколько стоит. Но, разумеется, не дешево это BMW. Она дороже, чем более дешевые бренды, на которые вы рассчитываете. Но здесь самое главное – это грамотность обслуживания. Да и просто эксплуатация автомобиля, потому что с каждой наезженной 1000 она дешевеет.
с каждым сколом она еще сильнее падает в цене. Поэтому самое главное ее грамотно обслуживать, сохранить в хорошем товарном виде, потому что автомобиль дешевеет постоянно. Более дорогой автомобиль, более критичные, конечно же, к нему запросы. И самое главное, и технический автомобиль сложный. Здесь, да, алюминиевый блок с чугунными гильзами, 2 турбины. Также по электрике автомобиль заряжен. Это непростой автомобиль БЦ-класса с более простой ходовой. Опять же, ходовая тоже изнашивается за все это время. Поэтому содержание автомобиля, конечно же, не дешевое. Это не бизнес-класс, не премиум-класс. Тройка все же попроще, чем пятерка и семерка по затратам. Но, тем не менее, все равно это BMW. Но вот и на месте пилота мы в салоне. Салон бежевый, это шикарно, это идеально. Это как выходные после выходных, суббота после субботы. И черный автомобиль с бежевым салоном, это, конечно же, уникально. Но самое главное, минус, не хватает подушечки здесь снизу для коленок. Но переживем, ничего страшного. И бежевый салон сразу же плюс 30% к стоимости автомобиля. Мы же в бежевом салоне, да? Сразу стигни называется. На мой взгляд, очень часто бывает, что бежевый салон, но черная крыша. Это более практично, кому-то красивее, кому-то больше нравится, но мне лично нравится то, что здесь вот стойки, потолок, все в бежевом. Конечно, здесь черные вставочки под освещение, это очень хорошо, грамотно и стильно. Можно, вот, есть кнопка SOS, можно позвать на помощь, никто на помощь не придет, но позвать-то можно. И в 2020 году вот это вот, ну, блин, как-то удручает реально немножко. Но это не семерка, не пятерка, но хотелось бы уже электро. Трехспицевой руль, очень мягкий, красивый и 175 тысяч пробега, ребят, а он еще-то жив, я хочу сказать. Это, к слову, качество. Комплектация не богатая, но и не бедная. Ну, ближе к бедной все уже, да. Но не бедная совсем, потому что все равно есть все возможные помощники водителю. Есть автопарковка, есть слежение за полосой, слежение за усталостью водителя. Ну, сейчас уже можно здесь и навалить. Мы уже в спорт-режиме. Но 3800 и скинула на низ. Сейчас тоже уже к 3. Вот 120 спокойно. Вот, кстати, протестируем полосу. Вот машина мне поправляет. Я начинаю клониться. Она где-то возмущается на меня уже мысленно, что я за тебя должна делать твою работу. Вот. 3 раза, потом начинает орать жестко, что ты творишь. А потом чашка кофе вылезет. Вы устали, скажет. Андрей, привет. Ну, автопарковка, сколько я раз из своих видео говорил, что на практике не особо ты ею и воспользуешься, потому что бывает она глючит. Пару раз машина пыталась проехать сквозь другой автомобиль, я вовремя остановился. Бывает с 34-го раза у вас это получается, и это совсем не практично в реальной жизни, потому что любой другой уже Вася подойдет, вам будет бить уже кулаком в стекло, ты что тормозишь, я еду, ты тут, ну, и начинаются все эти приятные разговоры и встречи. Поэтому все же есть камера заднего вида, мультимедиа здесь большая, все прекрасно видно, качество изображения отличное, обзор отличный, и камера заднего вида, парктроники вам помогут. Все равно круговой обзор здесь есть, и запарковаться можно самостоятельно, без лишних проблем. И круиз здесь не адаптивный, к сожалению, как я люблю. Потому что хотелось бы, чтобы автомобиль подстраховывал тебя, остановился перед едущим автомобилем, на всякий случай, если ты зазевался. Этого нету, но, к сожалению, да. Но есть активная защита пешеходов, то есть, если она видит машину, людей, то есть машина сама не поедет, тебе не даст движение сделать. Ну, уже спасибо за это хотя бы. Информация по автомобилю, 175 тысяч пробег у автомобиля, и кожа-то родная, еще в отличном состоянии. Это вопрос качества. Насчет качества, не самый качественный пластик, но все же мягкий и достаточно приятный. Да, не эталон, да, не самое лучшее, что можно себе позволить, и самое лучшее, что найти, но, тем не менее, это неплохо, потому что у большинства современных автомобилей весь упор идет на внешний вид, на дизайн. До этого я ехал на Ford Focus 4, но это, честно говоря, не совсем то, что я ожидал. Более агрессивный внешний вид, но пластик самый дешевый, самый такой, ну, полный кринж, ну, удручает полностью, как будто в полуседан сел. Управление климат-контролем, все понятно, все логично и легко привыкнуть. Розетка 12 вольт, разъем USB
Подлокотник еще с одним разъемом, недостаточно глубокий, но объемный, много чего туда поместится. Бежевый цвет, конечно, очень красивый, не спорю, все хорошо, но вот мелкие все эти сколики, все эти недочеты видны. И поэтому вы без меня прекрасно знаете, то, что за светлым салоном нужно более тщательно следить. Чаще химчистить, чаще проводить уборку, иначе все вот это придется восстанавливать. И никакие подкрасы, восстановления вас не спасут, только перешив потом. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. Но, опять же, приятно владеть таким автомобилем, самому приятно в таком салоне находиться. Внутренние и наружные зеркала с автозатемнением, автоопускание зеркала. Все по классике. Удобное расположение, навигация, старт-стоп, спорт-комфорт, эко-режим, автохолд, электроручник. Все удобно, вот можно до всего дотянуться. Без лишних телодвижений, без потери лишней энергии. Можно легким движением пальчика. Спорт, комфорт, эко, автохолд, джойстик. Все до всего можно немножко плавно, либо более быстро, работая своей кистью, дотянуться. Никаких проблем. Громкая связь, управление бортовым меню. Все здесь удобно, комфортно, и можно так расположиться. Самое главное, ты едешь, и на тебя все равно засматривается, в том числе новые владельцы китайцев. Почему новые? Потому что они, видимо, по выражению лица купили китаец, они новый автомобиль для себя узнали, и автомобиль их, опять же, но смотреть сюда. Поэтому, ребят, не надо сюда смотреть, вы уже сделали свой выбор. Кто еще думает, есть шанс одуматься. За самим собой места мне предостаточно. У нас было когда-то F30 на обзоре в самом начале пути. Там было тоже не тесно в сравнении с E46, в которой еще больше тесно. Но здесь за самим собой мне места все же побольше. И G21 больше немножко, чем G20 по салону. Более просторная. Если верить, сам с рулеткой я не мерял, но если верить заявкам, то она вроде на 3 или 4 сантиметра все же больше. Но я не утверждаю. Скорее всего, это отмазка перед фанатами BMW, что универсал больше, чем седан. Но, тем не менее, за самим собой мне удобно. Мне и спереди удобно и комфортно, я не в тесноте. И здесь уже я не ограничен в пространстве. До переднего сидения места еще достаточно много. Поэтому BMW уже, я считаю, не заслуживает того, чтобы ее обзывали тесно, как это было не раз уже на предыдущих поколениях. Над головой места предостаточно. Управление климат-контролем, опять же, повторюсь, здесь трехзонный климат-контроль. Розетка 12 вольт, ну и также 2 разъема для зарядки ваших гаджетов. И 2 подстаканника в подлокотнике. Это плюс, но я привык уже, знаете, все равно к автомобилям из нулевых, где все равно потайной какой-то бардачок присутствует. Нафиг он нужен, неизвестно, но мне нравится. Никогда у меня там ничего не лежало. Кстати, здесь еще один плюс, это, конечно же, складывающаяся центральная часть, и дальномеры можно загрузить. Опять же, я по своей ваговской привычке начал здесь что-то драконить, что-то пытаться открыть, но здесь все более по-умному сделано, чем я думал. И что-то дальномерно вы загрузите. Хотя я не знаю, что вам нужно будет ввести в кожаном салоне, в BMW, особенно в бежевом кожаном салоне, что-то на дальняк дешевле, потом не делать химчистку, не восстанавливать кожу, а вызвать какой-нибудь транспорт специальный и на нем это все перевести, чем ушатать свой салон же. У меня лично автомобиль расходует сколько в городе, столько и на трассе, потому что скорость несоизмерима, разумеется, отличается больше, чем в 2 раза. Но если на сотню здесь ехать, 8-я передача, ну, я думаю, 4-4,2 не больше нам будет расходовать. Я думаю, в 4 можно влезть. Расход достаточный. Ну, гибрид, если вот в бензиновой версии, там 200 сил мощностью, она мощнее, но лично у меня не любовь к бензиновым двигателям, и все равно я выбираю дизель. Некоторые боятся, что забивает впуск здесь, недостаток. Это для тех, кто едет очень медленно на этих дизелях. Дизелю такой медленный пенсионерский стиль езды не прет. Его нужно, вот периодически выезжая на трассу раз в неделю, можно дать машине хорошо прочухаться, одним словом. Потому что у многих уже, да, система показывает, что застарена на 60%, на 70% люди выезжают, дают машине хорошо.
И все, и потом уже проценты эти снижаются на глазах. И достаточно серьезно. Я не говорю, не призываю вас никого превышать. Можете просто на передаче ниже, на оборотах 3000 положить, а то и больше, как есть в спорт-режиме, и проехать так километров 15-20. И машина почувствует себя легче. Поэтому не надо на них пенсионерить. Вот и все. Так, теперь эко-режим, ну, тут стандарт он. Ну, тоже не сказать, чтобы машина ехала так вяло. Границу она тебе выделила 2000 оборотов максимум. Ну и тошниться так в городе, да, это очень удобно. Но вообще, самый нормальный режим – это режим комфорт. Потому что на спорте она слишком резко пуляет, мне приходится уже оттормаживаться, чтобы ему в задницу не влететь. К сожалению, у нас нет адаптивного круиз-контроля. И я могу влететь кому-то, она не будет тормозить перед едущим. А слишком вялый эконом-режим, тошниловка, одним словом, это очень опасно, потому что мне начинают сигналить сзади. Все ребята дерзкие и резкие. В отличие от меня почему-то. Хоть я и на BMW сейчас, но не по жизни, но тем не менее. Хотя и на зеленом ребята здесь тоже оттормаживаются. Вот, поэтому режим комфорт самый оптимален. И так как я втопил сейчас ему под 140, в объезд шли, то все равно средний расход 5,8. Поэтому, что не говори, самый практичный, я считаю, это 2-литровый дизель. 1,5 двигатели, вот, допустим, если про бензин поговорить, B48 2-литровый бензин, хороший надежный двигатель, то, ну, тоже при должном обслуживании они тоже должны быть. Вот на 1,5 я ездил на BMW 2, на Mini Cooper, 1,5 3 цилиндра. Неплохой двигатель, то же самое, что B48, только B38 это уже без одного цилиндра, то есть тройка. B48 4, B38 3, все логично, все правильно. Вот. Но все равно 3 цилиндрам я лично не доверяю. Все равно не до конца сбалансировано. Все равно один цилиндр сам собой играет. 4 все равно, 2,2 все равно сбалансированный двигатель. А 1,5 3 цилиндра, он будет уже сразу, скажем так, бить свою симфонию. Поэтому не особо я доверяю 3 цилиндрам. Поэтому для меня вот 2-литровый дизель, он оптимален. Ну вот и все на этом. Я надеюсь, ребят, я смог убедить вас в том, что если вы собираетесь что-то покупать, то еще не есть шанс, еще не поздно думаться и присмотреться именно сюда, а не в сторону электропылесосов, электрочайников. Поэтому этот автомобиль очень хорош с собой, надежен, достаточно надежен, я без издевки говорю, она реально надежная. При грамотном обслуживании, как и все современные автомобили. У нее есть душа, вы получите все равно драйверские ощущения, ощущение управляемости, динамики. Динамика можно чиповаться, можно более мощную версию найти. И она более практичная, чем 3-литровые заряженные версии. Конечно, там больше кайфа, больше... Но тоже как игрушка автомобиль, практичность там минимальная, минимального. Здесь именно и практично, и динамично, и удобно даже для себя. Относительно недорого, будет по эксплуатации хороший расход. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки, делайте репосты, увидимся в следующем видео. Счастливо!